1 ложка на ведро воды и почва как новая. В этом видео я покажу сразу несколько простых рецептов для обновления и подготовки почвы к следующему сезону. После лета земля на грядках часто становится истощенной и уплотненной, а в растительных остатках и верхнем слое могут сохраняться возбудители болезней и зимующие вредители. Поэтому после уборки урожая самое время уделить внимание земле, чтобы к весне она была в хорошем состоянии и могла дать здоровый и крупный урожай. Для первого пролива понадобится всего 1 ложка на ведро воды. Это средство содержит природное соединение с противогрибковой и антибактериальной активностью, а его ароматические компоненты могут отпугивать некоторых насекомых-вредителей. И речь идет о куркуме. На 10 литров теплой отстойной воды берем 1 столовую ложку куркумы. Хорошо размешиваем и даем настояться. Куркуму мы используем не как удобрение, а как дополнительное средство для ухода за почвой. Содержащиеся в ней растительные соединения известны своей противогрибковой и антибактериальной активностью. Чтобы усилить такой осенний пролив, можно добавить еще 1 столовую ложку сухой горчицы. Горчица содержит природное соединение, которое при контакте с влагой образует вещества с характерным резким запахом. Именно поэтому горчицу нередко используют в огороде как дополнительное средство против некоторых почвенных вредителей. Переливаем раствор в лейку и равномерно проливаем почву, как в теплице, так и в открытом грунте. И второй рецепт — это древесная зола, уксус и йод. Данная подкормка напитает почву питательными элементами и дополнительно ее обеззаразит. Зола содержит сразу несколько важных для растений элементов: кальций, калий, фосфор. При реакции с уксусом часть минеральных соединений золы переходит в раствор. Кальций становится более растворимым, а вместе с ним в раствор переходит калий и часть фосфора, которые затем становятся доступнее для корней растений. На 10 литров воды берем 1 стакан древесной золы. Добавляем 1 стакан 9% уксуса. И в конце добавляем 1 чайную ложку йода. Все хорошо перемешиваем, даем немного настояться и используем, проливаем почву. Йод обладает антисептическим свойством, поэтому такой компонент может дополнительно снизить бактериальную и грибковую нагрузку в верхнем слое почвы. Готовым раствором равномерно проливаем почву из лейки, как в теплице, так и в открытом грунте. Кальций очень важен растениям, он нужен для формирования крепких клеточных стенок, нормального роста корней и молодых тканей. Особенно важен кальций для томатов и перцев. При его недостатке в развивающихся плодах может появиться вершинная гниль. Поэтому важно, чтобы кальций был доступен растениям и хорошо усваивался. А калий особенно нужен плодоносящим культурам. Он участвует в водном обмене и помогает формированию наливу плодов. Поэтому такой зольный раствор особенно полезно использовать на грядках для культур с высокой потребностью в калии. Например, томаты, перцы, огурцы, кабачки, тыква.